Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 2 февраля, и сегодня мы проводим промежуточный выпуск. Пятница, в принципе, уже крайний день, да, для промежуточного выпуска, но тем не менее, хочу вам напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра либо послезавтра, и наши уважаемые зрители и слушатели получат мои ответы на свои вопросы, которые рейтинг YouTube определит как самые популярные. Мы уже неоднократно говорили о том, что каким образом, каким алгоритмом действует YouTube, выбирая самые популярные, для меня остается загадкой, ну, равно как и для большинства наших уважаемых зрителей и слушателей. Поэтому поддерживайте те вопросы, которые вас интересуют, читайте в комментариях вопросы, пишите также комментарии, если хотите, с хорошими добрыми словами, но если вы формулируете вопрос, тогда пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса и дальше уже пишите вопрос. По еще одной важной информации. Это действительно важно и действительно интересна информация. У нас существует Patreon. Я думаю, что удивились немногие, но тем не менее. Существует Patreon, и предлагаю нашим уважаемым зрителям и слушателям непременно подписаться на него. Там я отвечаю на все поставленные вопросы, отвечаю гораздо больше, отвечаю более откровенно. Подписывайтесь, не пожалеете, что называется. Так, теперь перейдем к нашим темам, которые мы сегодня планировали обсудить. Ну, во-первых, пока человек, похожий на президента России Владимира Путина, рассказывает, как замечательно Россия воюет, о том, как как-то демилитаризованную линию, да, линию демилитаризации пытается человек, похожий на президента, куда-то отодвинуть в своем воображении далеко. Ну, понятно, что он это говорит со слов кураторов. Тем не менее, граждане России должны верить в то, что сейчас на фронте для российской стороны все замечательно, для украинской якобы все плачевно. Нет, совсем не так. На сегодняшний день, прошу обратить внимание, Украина, которая практически не имеет собственного флота, довольно эффективно борется с флотом военным российским. Очередной корабль военный приказал долго жить. Очередной, потому что в последнее время довольно часто корабли российские приказывают долго жить, а нынешнее российское руководство почему-то не пытается акцентировать на этом внимание, не пытается принять меры, ничего по этому поводу не делают. Мы знаем о том, что и флагманский крейсер «Москва» оказался в понятном месте уже довольно давно, и многие-многие другие военные корабли отправились туда же. Просирает, извините за выражение, нынешнее российское руководство все, что было накоплено за предыдущие годы, в том числе и за время Советского Союза, и за время России как независимого государства, но, тем не менее, все куда-то уходит в небытие. Несмотря на то, что, опять-таки, дублер регулярно хвастает тем, что якобы какие-то существуют вооружения, аналогов которым нет, и у стран Запада не все так хорошо, совсем не все хорошо. Несмотря на то, что Украина воюет тем металлоломом, который Запад просто сбрасывает для того, чтобы его не утилизировать, утилизируя таким очень своеобразным образом, извините за тавтологию, на территории Украины, но тем не менее, как есть. Россия, которая ВПК, надо отдать должное, работает достаточно эффективно, не в состоянии что-то изменить на сегодняшний день, как минимум на фронте. Ну, просто не в состоянии. Несмотря на то, что каких-то аналогов нет и так далее, и так далее. В общем, надо понимать, что мы давно уже не обсуждали ситуацию на фронте, надо понимать, что несмотря на бравурные высказывания российского руководства, либо тех людей, которые представляют из себя якобы президента России, не стоит воспринимать это как последнюю истину.
Ну и, конечно, все рассказы о том, как замечательно и благоприятно действуют санкции на российскую экономику, я думаю, могут ощутить все без исключения наши уважаемые зрители и слушатели, которые проживают на территории России. Все прекрасно понимают, что это чистейшая ложь, но куда, куда российскому руководству без откровенной лжи. Я думаю, что практически-то никуда. Так, далее. Далее стоит обратить внимание на то, что хоккей и дзюдо уже не в моде. На то, что Николай Патрушев является заядлым поклонником такого спорта, как волейбол. И обратите просто внимание. Хоккей куда-то ушел в никуда, буквально в небытие, извините. Извините. Из этого такого нынешнего своего положения незавидного хоккей буквально ничем себя не проявляет. Зато волейбол, несмотря на зимнее время, развивается довольно замечательно. Обратите внимание, как Патрушев открывает новые залы, как Патрушев продвигает этот вид спорта. Это говорит о том, и косвенно еще раз доказывает, то, что никакого президента России Владимира Путина уже нет, а существует человек, который думает, считает, что руководит страной, Николай Патрушев. Далее интересный момент. Мы многократно анонсировали признание талибов со стороны российского руководства. Такие планы постоянно муссируются, постоянно обсуждаются в российском руководстве. И вот Китай дал такой своеобразный знак российскому руководству. Дал отмашку, можно сказать. Дескать, можно признавать. Китай фактически признал талибов. Не просто признал, а в лице Си Цзиньпиня принял посла Талибан. Это очень важно. Это очень важно. И надо понимать, что так называемая ось зла, которую, по крайней мере, так именуют. И понятно, что комедия от трагедии отличается от точки зрения на происходящее, но тем не менее. Ось зла в лице Китая, Ирана, талибов тех же, значительно расширяет свои возможности, значительно расширяет свои сферы влияния. Официальное признание талибов со стороны Китая – это серьезный шаг, его не стоит недооценивать. Это приведет в скором времени к достаточно серьезным последствиям для многих игроков на мировой арене. Посмотрите, это еще многим аукнется. Российское руководство готово признать Талибан, готово даже послать представительную делегацию в Афганистан, готовы отправить туда Дмитрия Анатольевича Медведева, готовы отправить туда Володина. Но вероятно, чтобы один выпивал, а другой делал еще что-то, видимо, непозволительное. То, что талибы считают вне всяких норм. Вероятно, с этой целью. Посмотрим, как будут обстоять дела на этом фланге. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами увидим. Теперь по поводу патриарха Кирилла. Тоже значительное событие. 15-летие интронизации Кирилла. Мы уже говорили о том, что прошлый патриарх Алексий II ушел от нас в мир иной благодаря, и в кавычках, и без кавычек, тогдашнему руководителю реальному страны. Еще раз подчеркиваю, реальному руководителю страны на тот момент, президенту России Владимиру Путину. И избавился тогда Путин от патриарха. Замочили в сортире, без преувеличения, действительно убили в туалете, били затылком о унитаз и добавили ко всему прочему яд. Что в этом удивительного? Я думаю, что наши уважаемые зрители и слушатели ничего удивительного в этом не увидели. Все прекрасно знают, кем был президент России Владимир Путин, прекрасно знают лицо нынешнего российского руководства. Я думаю, вы, конечно, не удивитесь, если я скажу, что за реализацию этой операции отвечал как раз Николай Платонович Патрушев. Неудивительно, правда?
Так, уважаемые зрители и слушатели, мы с вами уже практически 10 минут в эфире. Давайте я вам напомню, что мы с вами проводим промежуточный выпуск. В основном для того, чтобы вы оставили свои вопросы в комментариях к этому выпуску, на которые я отвечу уже, скорее всего, завтра. Попытаюсь завтра вечером ответить и надеюсь, что завтра вечером опубликуют мои ответы на ваши вопросы. Поэтому перед тем, как писать вопрос, ставьте знак вопроса или пишите слово «вопрос» и далее формулируйте. И самое главное, не забывайте, в описании к этому ролику открывайте, находите ссылку на наш Patreon. Переходите по ссылке, подписывайтесь и получите ответы на все интересующие вас вопросы. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы полны оптимизма. Я хочу, чтобы этот оптимизм был и у вас. Хочу вам напомнить, все будет уже скоро. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.